Капля воздуха, Вячеслав, хорошее выражение именно для живописи. Как надо, мы знаем, как не надо, мы боимся. И когда вы знаете все законы, идти дальше. Вы с Бато перешагнули тонкую грань, ее не преподают, ее не понимают художники зачастую в связи со сложившимися стереотипами, да и нашим рабским мышлением. На саму жизнь, на мышление, на чувства вообще как-то отражается, меняется ли ваше сознание в связи с таким нестандартным видением живописи? Или все как у всех? Но вот только живопись в вас стала беспринципной? Такой вопрос. Беспринципной. Это уж, как вы видите, нет одной правды. Ее просто нет. Вот мы с вами двое. Капля и воздуха. И я еще третий. И что? У каждого абсолютно своя правда. Нет единой правды. Я смотрю так, пишу так, вы смотрите, это уже другой человек смотрит, и может в этом вообще ничего не найти. А может это быть для него, если на одной волне, резонансом, да? Резонирует что-то внутри. И это становится так же ценно, может быть, даже больше, чем ценно для меня. Для меня вообще все, что я делаю, ценно, поскольку я живу в этом. Фактически холст, картина на холсте – это трансляция состояния автора в этот момент. И это состояние может быть зашкаливающе красивым, невероятно тонким, неожиданно вообще что-то неведомое. И в нас, как в зрителе, может что-то возникнуть такое, мы просто жить не можем без того, чтобы не смотреть на вот это произведение. Именно поэтому, кстати, люди покупают работы. Что-то внутри говорит, что вот я хочу, чтобы она висела у меня дома. Тогда мне очень хорошо. В этом смысле живопись дает, она исцеляющая. Она дает то, что нам не достает до полноты. Принципная она, беспринципная, стандартная, нестандартная, не имеет вообще никакого значения. Эти слова не имеют никакого значения в этом смысле. Клод Моне говорил, что художник пишет свет. Этого принципа достаточно для меня. Может быть, кому-то нужны идеи, может, кому-то нужно отражать сегодняшнюю реальность. Но в принципе самое главное, что художник пишет свет. Он из света рожден и хочет показать, что мир – это свет. Его жизнь на земле – это не ады нижние, а это путь к свету. Ты рожден не для того, чтобы калечить кого-то и чикать, а для радости, для счастья. Другой задачи нет. Джон Леннон, помните, как сказал учительница, что вы не поняли жизнь. Я рожден не для того, чтобы быть каким-то печником, пекарем, я не знаю, водителем трамвая, а для того, чтобы быть счастливым. Какой еще нужен принцип? Какой? Какой художник может видеть иной принцип, чем отражение вот этого состояния? Если, конечно, оно есть. Если нет, так тогда о чем говорить? Любовь Кашкирова, благодарю за урок. Вроде говорили известные истины, но так говорили, делая акцент, что понимаешь всю важность сказанного. А ведь когда начинаешь работу по велению сердца, все забываешь, что знала, в азарте желания запечатлеть поразивший тебя вид природы или натюрморт. Вспоминаешь, когда уже допустила ошибку. У вас педагогический дар, спасибо. Да я как-то не ощущаю себя прям уж педагогом. Просто делюсь тем, что приходит, тем, что узнал, выстрадал, что-то стало получаться, поэтому хочется с вами поделиться. Вы так преподаете материал, что он откладывается в голове, запоминаешь, а вскользь сказанное не откладывается. Это из жизненного опыта. Больше писать нужно, любовь. Тогда ты пропитываешься этим. Тогда знание становится тобой. Нет, тогда не будет разделения между что надо, что я знаю, или что я сомневаюсь, в чем сомневаюсь,
как писать, не знаю дальше. Это у всех. Все вроде бы просто. Говорю простые вещи. Тон, композиции, ну все вы знаете. Забывается. Когда пишешь, мозг взрывается, не знаешь, как с этим всем управиться. Потихоньку. Степ-бай-степ. Один шаг. Одно пятно сравнили с другим. Уже хорошо. Получилось разделение. Потом с третьим. 3 разделения. Потом 4. Лучше, конечно, как говорил Филиппов, 5 звездочек. 5 разделений. А Коровин говорил, а художник удерживает внимание все пятна в картине. Все разделения. Но не получилось. Еще раз сравнил в тоне. Как оно? Нет ли попаданий в тоне и в цвете? Ну все. И композиционно гармонично, не гармонично. Тут уж как вы чувствуете сами. Больше ничего не надо запоминать особенно. Попробуйте писать просто, но как дети. Пятном. Одно пятно, рубашка. Стена, другое. Мордуленцы, 3, там картина, 4. Просто. Без всяких вот этих нюансов. Свет попал, рефлекс. Просто. По средним пятнам. Попадая в тональность и цвет, который можно сочинять, если в тоне попал. Ну, исходя из гаммы, из предпочтений, не обязательно же прям коричневый. Вместе добьемся результатов. Ничего страшного, не унывать, работать и работать. Давайте трудиться дальше. Я помогу. Не забывайте, друзья, нужно отметиться в журнале, поставить галочку, там сердечко, нажать «Нравится», если действительно нравится, и поделиться с друзьями в соцсетях. Несложная операция, но это помогает развитию канала. Нас будет больше, и будет мощная, сильная дружина. Мы все время учимся, художники. Я как-то себе поймал себя на мысли, что, глядя на видео, как пишет один мой знакомый художник, наблюдая, как он работает, поймал на мысли, что меня это завораживает. Что мне очень, молча писал, интересно изучать его мышление, как он мыслит, непредсказуемо мыслит. Это тогда еще натолкнуло меня на то, чтобы записывать видео, как я пишу тоже. Когда стало получаться, когда я почувствовал какую-то силу. И эти видео, уроки мои, вполне себе достаточные для того, чтобы передавать, транслировать способ моего мышления. Поэтому для тех, кто хочет продвигаться в живописи и кому интересен мой стиль, мысли, как идет ход работы, с объяснениями, с тем, как появляется вообще живопись на чистом холсте, присоединяйтесь к школе, можно любой урок заказывать, они не такие дорогие, но ценные. Я вижу по отзывам, по результатам тех, кто занимается. Очень многие стали зрелыми художниками со времен, когда я начал преподавать, и самостоятельно выставляются, мы встречаемся, общаемся. Это очень теплые дружеские отношения. Присоединяйтесь к нашей команде. Видеоуроки доступны на моем сайте. Можно нажать на ссылочку и попадете прямо туда. Уроки можно приобретать и тем, кто за границей. Платежная система уже отлажена и работает. К каждому уроку есть анонсы. Заходите, смотрите анонсы, выбирайте уроки. 45-й урок – психологический портрет. Не случайно в академиях приглашают пожилых натурщиков для рисования и живописи портрета. Это важнейший этап в обучении, потому что у пожилого человека очень ярко просматривается череп, его устройство. Художник обязательно должен видеть, что внутри, иначе получится вяло, как сосиска нарисованная. Все должно быть конкретно. Об этом урок. Как писать портрет конкретно. Странное слово, может быть, даже не очень понятное, но именно конкретностью отличаются профессиональные работы от дилетантских.
урок с практическими объяснениями каждого мазка. Откуда, что берется, куда кладется и почему. 45-й урок. Психологический портрет.